Всем привет! Сегодня приготовим меню на целый день. Первым приготовим очень вкусное и быстрое блюдо из картошки. Оно прекрасно подойдет как для завтрака, так и для ужина. Картошку трем на крупной терке. Понадобится 3 картофелины среднего размера. Тертый картофель заливаем водой и промываем, чтобы убрать лишний крахмал. По желанию этот этап можно пропустить. Нарезаем небольшой пучок зеленого лука. Его можно заменить белым репчатым луком или другой зеленью, например, петрушкой или укропом. Нарезанный лук насыпаем в миску с картошкой. Сюда же разбиваем яйца. Их понадобится 3 штуки. Все немного солим и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. Сыр трем на крупной терке. Понадобится примерно 50 грамм сыра. На горячую сковороду наливаем немного растительного масла. Выкладываем половину приготовленной смеси из картошки. Разравниваем ее по сковороде. Желательно использовать сковороду с толстым дном. Посыпаем тертым сыром. Сверху выкладываем вторую часть картофельной смеси. Разравниваем. Все посыпаем 1 чайной ложкой сушеного чеснока. Он придаст пикантный аромат и вкус, но это по желанию. Сковороду накрываем крышкой. Готовим на маленьком огне примерно 8-10 минут. Когда сверху все загустело, накрываем блюдо тарелкой и переворачиваем. Все снова кладем в сковороду уже вверх дном. Накрываем крышкой и готовим на маленьком огне еще примерно 5 минут до полной готовности блюда. Готовое блюдо снимаем со сковороды и подаем на стол. Блюдо из картошки получилось очень вкусным и сытным. Готовится максимально просто и быстро. Его можно подавать с овощами или со сметаной. Такое блюдо прекрасно подходит для завтрака или ужина, когда не хочется долго готовить. На обед приготовим мясо в духовке с грибами. Получается вкусно, сытно и красиво. В мисочку кладем 3 ломтика белого хлеба, предварительно разделив их на более мелкие части. Все заливаем водой и оставляем на 10 минут. Одну луковицу нарезаем произвольными кусками. Нарезанный лук кладем в чашу измельчителя. К нему добавляем 2-3 зубчика чеснока. Хлеб уже размяк. Вынимаем его из мисочки и отжимаем лишнюю воду. Хлеб кладем в чашу измельчителя. Все измельчаем до однородности. В большую миску кладем 600 грамм фарша. У меня фарш свиной. Можно взять и любой другой. Добавляем подготовленный хлеб с луком и чесноком. Все солим примерно половиной чайной ложки соли. Перчим черным молотым перцем. Все хорошо перемешиваем. Подготовленный фарш выкладываем на блюдо. Выравниваем его, формируя прямоугольник. Разделяем фарш на 9 примерно одинаковых частей. На противень ставим кулинарное кольцо и его заполняем фаршем. Фарш хорошо трамбуем ложкой. Желательно противень предварительно застелить пергаментной бумагой. Аккуратно снимаем кольцо, и получается вот такая ровная и красивая котлета. Так делаем все 9 котлет. Диаметр кольца 8 см.
Вместо кольца можно использовать разрезанную пластиковую бутылку. Готовим начинку. Одну луковицу нарезаем кубиками. Одну морковь трем на крупной терке. Шампиньоны моем и нарезаем кубиками. Понадобится 300 грамм грибов. На горячую сковороду кладем нарезанные грибы. Обжариваем их без добавления масла на большом огне до испарения всей жидкости. Как только жидкость испарилась, наливаем немного растительного масла. Добавляем нарезанный лук. Обжариваем лук с грибами примерно 2-3 минуты. Спустя 3 минуты добавляем тертую морковь. Обжариваем еще 2-3 минуты. В конце начинку солим и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. В готовую грибную начинку добавляем одно яйцо и перемешиваем. Начинку аккуратно выкладываем сверху на котлеты. Сыр трем на крупной терке. Понадобится примерно 200 грамм сыра. Каждую котлету с начинкой сверху посыпаем тертым сыром. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 25-30 минут. Блюдо готово, достаем его из духовки. Сразу же выкладываем на большое блюдо. Украшаем укропом или петрушкой. Подаем на стол в горячем виде. Горячее блюдо из мясного фарша с грибами получилось очень вкусным и готовится из самых обычных продуктов. С его приготовлением справится каждый. Также на обед приготовим быструю закуску из огурцов. Готовится максимально просто и легко. Прекрасно подходит к любому блюду. У огурцов срезаем хвостики и разрезаем пополам. Огурцы нарезаем небольшими кусочками вот таким методом. Всего для закуски понадобится 800 грамм огурцов. Овощи перекладываем в миску. Морковь трем на слайсере длинными полосками. Также ее можно натереть на обычной терке. Всего понадобится 1-2 морковки в зависимости от размера. Морковь добавляем в миску с огурцами. Пучок зелени измельчаем ножом. Я взяла укроп и петрушку. Также можно использовать кинзу. Зелень перекладываем в миску. Сюда же добавляем 2-3 зубчика чеснока через пресс. Насыпаем 1,5 чайных ложки соли. Перчим черным молотым перцем. Добавляем 1 чайную ложку молотой сладкой паприки, пол чайной ложки красного острого перца. Наливаем 50 мл яблочного 6% уксуса. Его можно заменить столовым 9%. И наливаем 60 мл растительного масла. Я использую оливковое.
Все хорошо перемешиваем. Накрываем крышкой и даем настояться примерно 1 час. Огурцы настоялись, теперь можно подавать их на стол. Закуска из огурцов получилась очень вкусной и свежей, как раз для летних жарких дней. Сочные огурцы прекрасно сочетаются с морковью и ароматной зеленью, а чеснок отлично дополняет их вкус. Обязательно приготовьте такую закуску, она вам точно понравится. На десерт приготовим очень вкусный пирог из самых доступных продуктов. Приготовление максимально простое, не понадобится даже миксер. В миску насыпаем 1 стакан манки, 3/4 стакана сахара. Наливаем 1 стакан кефира любой жирности. Сюда же разбиваем 2 яйца. Все перемешиваем до однородной массы. Я использую стакан объемом 200 мл. Оставляем при комнатной температуре минимум на 30 минут. За это время манка разбухнет. 2 яблока разрезаем на четвертинки и вырезаем серединку с семенами. По желанию также можно срезать шкурку с яблок. Яблоки нарезаем кусочками. Прошло полчаса, манка уже разбухла. Насыпаем в тесто 1 стакан муки и 2 чайных ложки разрыхлителя. Все хорошо перемешиваем венчиком. Вместо разрыхлителя можно использовать 1 чайную ложку соды, погасив ее 1 чайной ложкой уксуса. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. Диаметр моей формы 23 см. В подготовленную форму выкладываем примерно половину теста. Равномерно его распределяем по дну. На тесто кладем нарезанные яблоки. Вместо яблок можно использовать любые фрукты или ягоды. Также отлично подойдут замороженные ягоды. Сверху выливаем оставшуюся половину теста. Ее тоже равномерно распределяем по яблокам. Готовим посыпку. В мисочку насыпаем 2 столовых ложки сахара и 1 столовую ложку молотой корицы. Все перемешиваем. Приготовленной смесью обильно посыпаем пирог сверху. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 40-45 минут. Пирог готов, оставляем его остывать. Готовность проверяем деревянной палочкой. Она должна выйти сухой. Пирог манник с яблоками получился очень вкусным и ароматным. Яблоки придают ему сочность. Сахарная корочка с корицей особенно вкусная и нравится всем. Также такой пирог можно испечь и с другими фруктами или ягодами. Если фруктов нет, то можно печь и без них. Пирог тоже получится вкусным. На ужин приготовим бризоли. Сытное и очень вкусное блюдо для всей семьи. Вариантов приготовления бризолей очень много. Этот рецепт мне нравится своей простотой и незамысловатостью. Сначала приготовим начинку. 1 луковицу небольшого размера нарезаем маленькими кубиками. У меня луковица достаточно большая, поэтому я использую только половину. Берем 350 грамм свиного фарша и добавляем к нему подготовленный лук. Солим по вкусу. Насыпаем 1 чайную ложку прованских трав и перчим черным молотым перцем. Все хорошо перемешиваем. Вместо прованских трав можно использовать итальянские или добавить майоран. Если приправ нет, то будет достаточно соли и перца. Берем 1 шестиугольную вафельку для бризолей и кладем на нее примерно пол столовой ложки приготовленного фарша. Равномерно распределяем фарш по всей поверхности вафли. Накрываем 2 вафелькой. Таким методом готовим все бризоли. У меня в пачке было 42 вафельки. Для них понадобилось 350 грамм фарша.
Если таких шестиугольных вафель нет, то можно использовать круглые вафельные коржи для торта. Начинить их фаршем, а затем разрезать на треугольники, как торт. 3 яйца разбиваем в миску. Немного солим и взбиваем вилкой до однородной массы. Подготовленные бризоли обмакиваем в яйце и сразу же кладем на разогретую сковороду с маслом. Жарим сначала с одной стороны на огне чуть меньше среднего до румяной корочки. Затем переворачиваем на другую сторону и жарим до готовности. На сильно большом огне не жарьте, мясо должно успеть приготовиться. Готовые бризоли снимаем со сковороды на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Бризоли получились очень вкусными и сытными. Они моментально разлетаются со стола, я не успеваю даже жарить. Готовится просто и недолго. Это отличное блюдо для каждодневного меню.